Доброе утро, 25 июня, я топаю на курсы свои. Вчера написал мотивационное письмо для одной компании, сейчас буду отправлять, покажу только куратору еще раз. Называется компания Fentie, она голландская, но здесь в Ганновере находится филиал. Вот. Занимается производством кемперванов на основе Т5, по-моему, Volkswagen. Инновационные разработки, там какие-то у них есть разработки по поводу этих кемперванов. Получили в прошлом году они приз по лучшему дизайну или что-то такое. Короче, какая-то там у них фишка инновационная была. Они, короче, там интересно так обыграли технический момент, который есть у всех, но они это показали своим преимуществом, короче, и этим самым они меня заинтересовали. Думаю, ты посмотри, какие наглые. В общем, вот эта Fentie, она в переводе с голландского называется малыш, типа, или что-то подобное, насколько я понял, ну, как GPT-шка мне перевела. Вот, и они на данный момент ищут маркетолога, ищут продажника этих бусов и ищут человека, который будет заниматься арендой, то есть будет готовить ваны к сдаче, забирать от клиентов, отдавать клиентам, в общем, общаться. Ничего из этого мне не подходит, права у меня нету, как бы, ну, мне в целом интересно это направление. Почему? Потому что мне интересно все, что позволяет в маленьком пространстве как-то максимальный давать комфорт жизненный. То есть смарт-квартиры, какие-то мебель-трансформеры, вот это вот все, что позволяет, короче, в маленькой площади максимальный получить комфорт и удобство. Вот это мне все интересно. Поэтому я как бы написал туда просто посмотреть, как это выглядит, если они меня возьмут. Ну, в чем я, конечно, сомневаюсь, честно говоря, потому что как бы я там не написал хорошо это мотивационное письмо, по факту понятно, что, наверное, им не очень это интересно. То есть там смысл в чем? Что я попросился на неделю неоплачиваемой стажировки к ним на любую позицию, которая может типа включать мой опыт предыдущий. То есть я дал резюме почитать GPT-шки и попросил на его основе, ну и также дал ему ознакомиться с этой компанией, ссылку на нее, чтобы он на основе моего резюме подготовил мотивационное письмо. Ну, он все это написал, там чуть-чуть откорректировали и так далее. Вот, а сегодня еще хочу написать несколько писем таких в какие-то магазины туристического снаряжения, потому как производителей здесь в регионе нету, я вчера искал, не нашел, а какие-то семейные вот магазины небольшие, не сетевые, вроде как есть, и вот это тоже меня интересует, потому что я хочу всю эту снарягу пощупать, скажем так, руками, потому что хорошо, когда я ее ищу там по интернету, по отзывам, по видеообзорам, а совсем другое дело, допустим, попасть в реальный живой магазин, да еще и за прилавок, скажем так, с той стороны, и все это посмотреть, пощупать. То есть, может, меня куда-нибудь пригласят, и я хотя бы там для себя что-то полезное подчеркну в плане снаряги. Ну, такие мысли, короче, дурные сегодня с утра. Поэтому буду как-то в этом направлении копать. Так, хочу рассказать, как прошел день на курсах. Значит, я, как и говорил, с утра отправил мотивационное письмо и резюме в эту компанию-производителя кемперванов. Пока тихо, ответа от них никакого нету. Вот, и подготовил еще два письма в два других места. Первое, это у нас здесь в городе кемпинг-центр, то есть там магазин, ремонтная мастерская, ну и все, по сути. Один человек этим занимается, у него там есть какие-то рабочие, конечно, вот, но в целом специализация у него такая, ремонт в основном кемперов. Он ездит по кемпинг-плацам разным и выездной делает ремонт, то есть специализируется и на старых, на которые уже нету запчастей там и так далее. То есть у него, я так понимаю, что-то типа кемпинг-разборки еще. В общем, довольно интересное мне направление. Конечно, я бы больше по туризму что-то, но, к сожалению, у нас тут ничего такого нету. Вот, но он чистый немец, я как с ним общаться не совсем понимаю, если вдруг он меня пригласит. Ну вот, а второе место — это производитель греческих национальных вкусняшек, типа цацики, там всякие такие соусы греческие и йогурты, вот. Тоже у нас здесь вместе, он на месте находится, вернее, и это довольно серьезный игрок на этом рынке, вообще в масштабах Германии, то есть торговая марка известная, и как бы
У них там куча вакансий разных, довольно большой коллектив, под 100 человек. Вот, и я хочу туда еще отправить. Почитал я про них на Google Maps отзывы. И довольно полезная штука. Вот так вот, если ищешь работу с русскоговорящими сотрудниками, это что-то хоть немного связанное с промышленностью, ну, с каким-то, вернее, производством даже, то там часто отзывы бывают от русскоязычных водителей. Ну и в целом, как бы, да, дальнобойщики же в основном это с постсоветского пространства здесь по Европе катаются. И они часто пишут там, какая там эстакада, подъезд и все такое. И вот я тоже туда зашел, а там пишут, типа, работают поляки, все говорят по-русски, типа там русских немцев хватает. Ну, то есть, как бы в коллективе там с русским языком не так проблематично. Ну, зависит, конечно, на каких должностях ты будешь работать и все такое. Вот, но я же буду писать просто на обычную практику базовую, типа... что там мне предложат, типа того, на недельку, вот так вот буду проситься, поэтому для меня пока не принципиально. Так, еще надо по курсам сказать, что я же думал о магазинах туристических, но подготовил в другие места. Почему? Потому что туристических магазинов не сетевых не так уж много, их буквально там пару штук такие, которые мне более-менее понравились, и они из себя представляют, ну, в общем, довольно печальное зрелище, если так можно сказать. То есть это вроде как они семейные, да, но тем не менее, как я понял, они входят в какие-то то ли объединения небольшие этих магазинов, то ли что. Ну, по крайней мере, один там точно было расписано, а один еще он имеет филиалы в других городах. Вот, ну, то есть там буквально их там 2 или 3 всего в сети этой. В общем, сеточка небольшая. Вот, и так смотришь на их странички, где-то вообще плохо работает, то есть, ну, нету ассортимента, каких-то еще там моментов нету, которые должны быть в современном магазине, скажем так, ну, сайт должен выглядеть совсем по-другому. Видно, что этим никто не занимается, то есть там последние новости есть, там 20 какой-то 3-й год или еще что-то. В общем, соцсети то же самое, все мертвое. Смотришь на владельцев, тоже там все люди старше меня условно. Продавцы, там где команда написана, тоже в основном, ну, молодежи очень мало. Там буквально пару человек, в каком-то было с десяток сотрудников, фотографий, и молодежи из них там в районе 30 всего лишь парочка. Я не знаю, как бы кто там, клиентура у них, может быть, такие тоже люди в возрасте, а молодняк, может, все покупает в интернете. В общем, не могу точно сказать, но что еще, кстати, интересное про кемперваны, эти Фентье, или как там эта фирма. Я посмотрел их видео на ютубе, там свежее, кстати, вчерашнее видео на 300 просмотров. У них какой-то был слет, то ли владельцев этих кемперов, то ли просто выставка какая-то у них была. В общем, ну, с посиделками такое там, небольшой апатии, пивко пили и, короче, вечером костры жгли, грилили. Ну, как все так неплохо сделано видео, профессионально, и в целом интересная программа, я так понимаю. Но прикол в том, что все люди, которые там были, они все пенсионеры абсолютно. Там, ну, может, там одна пара была такая семейная, которым, ну, визуально до 40. Все остальные значительно старше. То есть это такой, да, специфический момент в этом направлении кемпинга, ну, кемперванов и так далее, который меня немного смущает. Почему? Потому что, я так понимаю, вещи довольно дорогие, и молодежь, наверное, сейчас это не покупает. Мне вообще так кажется, в целом Европа сильно беднеет, и они как-то сейчас двигаются в потребительском своем этом, к упрощению, к удешевлению, там, нежели брать там какие-то серьезные дома на колесах заряженные и так далее. Кто там, в общем, ну, переделают там, ну, условно, ты покупаешь себе этот Фолькс и переделаешь его у какого-то маленького производителя. Вот у меня в городе даже есть парень, который делает, ну, как бы по твоим чертежам может сделать, или там по своим, в общем, наработкам. Это все, конечно, выйдет значительно дешевле. А такой вот крупный производитель, он покрывает нишу этих обеспеченных пенсионеров. И вот, ну, специфика такая, конечно, не знаю. Да, ну, почему я, кстати,
по этим туристическим, да, все-таки не решился отправить. Как-то мне попалась вот эта вот страничка цацики этих. Я захотел, мне что-то такая внутренняя потребность возникла, а не пойти ли вообще мне в какую-то другую вот сферу, где хотя бы есть какое-то минимальное производство. Не для того, чтобы там работать или что. Мне просто интересно посмотреть. Вот я вижу сейчас то, что происходит у меня на курсах, да, какой бардак, там, разгильдяйство и насколько все это работает неэффективно. Я хочу сравнить с частным предприятием, где, ну, по всей логике должен быть контроль, ответственность, и как бы все должны быть, ну, максимально замотивированы на результат и так далее. Вот просто посмотреть. Что-то мне подсказывает, что там то же самое творится. То есть люди работают от звонка до звонка, относятся приблизительно к работе так же, как и здесь, наплевательски. Ну, я не могу, конечно, сказать, что здесь они относятся наплевательски, но как бы, по моему мнению, очень и очень есть куда расти. Вот так вот. Как я говорил, КПД для меня здесь непонятен. Так, я что-то не туда пошел, по-моему. Ё-моё, надо карту посмотреть. Да, действительно, я пошел немного не туда, но эта дорога тоже не так плоха. Там по городу я больше петлял, а здесь я чуть в обход иду, ну, по времени оно выйдет то же самое. Приблизительно. Вот. Так, на чем я остановился? Да, хочу, в общем, сравнить, как будет на производственном предприятии, допустим, выглядеть трудовой порядок, дисциплина и так далее. Вот. В принципе, я так думаю, если меня куда-то позовут, чем больше разных будет мест, тем лучше. Тем больше я увижу. Не то, что я там хочу как-то где-то в всех этих местах работать, а мне, ну, что-то как-то просто интересно. Я вот удивляюсь тому бардаку, который здесь везде царит. Я, видимо, просто за 12 там или сколько, в целом, наверное, лет 15 самостоятельной деятельности, предпринимательства этого своего, ну, правильно сказать, самозанятости, я просто отвык от вот этого бардака, который творится в более-менее больших организациях, где, короче, работа построена на наемных сотрудниках и так далее. То есть мне просто это еще дико и непривычно. Но, может, не везде так, не знаю. Ну, в общем, хочется увидеть это изнутри. Понравилась мне еще одна организация, но туда меня точно, я думаю, не возьмут. Да и, честно говоря, я, наверное, не рискну туда отправлять, потому что там, ну, вообще не та специфика. И, короче, здесь есть компания местная, специализируется на большой технике, типа краны там всякие специфические, в общем, машины, опять-таки, такого же направления, то есть какие-то огромные краны, маленькие краны, и еще там какие-то, в общем, машины, я даже не знаю, как их правильно назвать и перечислить, но, в общем, техника специфическая. У них куча обучающих программ по управлению этими кранами, там вплоть до того, что и Б-права они делают, ну, в общем, разные есть программы. Аусбильдинги, так называемые, по требованиям вроде хоть после школы приходи. Ну, столько, короче, и вакансий открытых, и столько учебных программ, что я просто не понимаю, неужели никто не хочет там работать, или такая проблема, короче, с персоналом. Посмотрел фотки, вроде коллектив такой нормальный, ну, более-менее на немцев похожи люди. То есть восточных людей мало совсем. Короче, непонятная для меня ситуация. Ну, я, наверное, в такое не рискну, короче, отправлять. А то еще возьмут, придется на кране учиться ездить. А я как бы почему еще эту фирму посмотрел? Потому что ее очень сильно пиарят у нас в городской газете, на сайте городском. То есть такое, похоже, материалы на джинсу какую-то заказную. Они то проведут мероприятие, то, короче, их и сюда. В общем, такие прям всегда на виду, на слуху. И вот эта вот ситуация с вакансиями и с кучей обучающих программ меня немного настораживает. Типа, либо же, ну, короче, я такой всегда готов критически все рассматривать. То есть что-то с ней или непорядок какой-то, либо они сейчас хотят как-то развиться. Ну, судя по тому, что парк техники у них расширяется, там каких-то новых машин они закупили. То есть либо они жестко развиваются и сейчас как бы во все каналы пытаются давать свою рекламу, там, чтобы набрать людей нормальных, либо у них как бы с условиями, может, проблемы, текучка какая-то, я не знаю, есть такое вообще в Германии, нет? Ну, теоретически должно быть.
В общем, что-то странно непонятное. Ну, вообще, конечно, не мое. Мне бы, может, и интересно было бы, но я так себе думаю, это надо все-таки иметь, ну, в мои 41 год сесть, блин, на кран, там, где пальцы должны чувствовать эти рычажки, и ты должен габариты ощущать, и все эти вещи, мне кажется, это чревато проблемами потом на работе. Ну, то, что у меня вообще опыта нету, вождения никакого. А там, конечно, кто его знает. Ну, надо быть в себе уверенным, это безусловно, и тогда все получится. Но так ли это мне, типа, интересно и нравится? Представляю ли я себя крановщиком? Стопудово не представляю. Хотя, ну, для кого-то это, по-моему, вообще золотой вариант. Это работа, когда ты будешь всегда востребован в нынешнее время, когда все хотят айтишниками быть с искусственным интеллектом. Я уже возвращаюсь назад. Вспомнил, тут мне комментарий писали на днях. Какой-то Вальдемар, не помню, как там дальше. Типа, эх ты, ладарюга, бегаешь по тафелям. Эх, Вальдемар, Вальдемар, вы бы видели, на каких машинах люди ездят в тафель. Так что я, конечно, да, пока что не поднялся нормально, пока бегаю. Вот когда начну ездить, тогда пишите дальше. Ну, вообще, конечно, вы бы ответили на мой вопрос. Где те работяги немецкие, о которых вы говорите? Я что-то их пока не вижу. Вот стройку прохожу тут слева. Что-то не немецкая там речь звучит. То ли румынская, то ли молдавская, фиг поймешь. А немцев вижу только в бюро. Сидят, штаны протирают, такие по 200 килограмм. Ходят, бумажки туда-сюда перекладывают, причем с ошибками. В общем, где эти работяги? Их возник, как говорится.